клоунов Product. И всем привет, дорогие друзья, Костик попал на связи, и сегодня у нас выходит новый топовый видеоролик. Сегодня я вам расскажу, как вам попасть на буст и как вам получить буст от меня. Так что перед началом этого ролика не забудь поставить лайк, также подписаться на канал с колокольчиком. Ну и также, ребят, давайте поставим над этим видеороликом, ну, лайков 225. Да, давайте 225 лайков набираем, так сразу выпускаем новое топовое видео. Если будет каждый лайк ставить, то, боже, буквально 3 минуты и все. И просто все. Мои полномочия, новый ролик выходит, вы поняли. В общем, погнали к ролику все-таки. Перейдем уже к ролику. До сих пор не знаешь, где взять качественный и очень хороший улей, то я тебе, в принципе, расскажу о группе BizFarm Info. Данная группа рассказывает о том, как можно получить себе максимально хороший улей. Для этого тебе просто нужно зайти в описание, либо в закрепленный комментарий и перейти по ссылочке, которую я, в принципе, для вас оставил. Данная группа вас всех ждет, поэтому обязательно переходи и приобретай тот улей, который ты хотел всю жизнь. Говорю сразу, это максимально позитивная группа, и тебе понравится каждый раз там находиться. Так что тебя ждут, переходи, но это было BizFarm Info. Мы приступаем к ролику, ребят. В общем, ребята, у меня очень много из вас подписчиков, которые задают мне очень много вопросов о том, как попасть на буст. Я хочу прокачку. Многие есть ребята, кто немного неправильно пишет, но в общем, давайте покажу комментарий. Один из комментариев насчет того, что человек спрашивал насчет буста, то есть мой подписчик. Но, вот, в общем, этот комментарий, и тут человек пишет: Костя, можно буст, хочу фарфоровый улей и 33 пчелы. Не, я вот просто вот когда читал вот это, вы понимаете, я обычный человек, обычный работяга, вот когда читаю фарфоровый улей, даже если есть такая вещь. Ребята, вы думаете, я знаю, что это такое? Почему? Вот я вот спрашиваю, вот реально много комментариев, и кто вот смотрит там по Википедии, как называется вещь. Реально по Википедии смотрит, как называется вещь, но грубо говоря, это неправильно. То есть, если есть кокосовый рюкзак, вы пишете: Костя, я хочу буст на кокосовый рюкзак. Я объясню сначала насчет комментариев, что вы пишете. Почему я выбрал этот комментарий? Потому что он больше всего пролайканный был под прошлым роликом. В общем, получается, человек пишет: фарфоровый улей. Я просто не знаю, что это. Либо я отсталый, либо это с комментарием что-то не так, либо с вопросом человека. Это просто, конечно, трэш. Это полный трэш. То же самое, то, что называть кокосовый рюкзак кикос. Или, я не знаю, там назвать его, допустим, фарфоровый, да, и кокосовый рюкзак. Назвать кокосовый рюкзак бомбочка. Хочу буст до бомбочки и 33 пчелы. Вот это что-то в таком виде. Ребята, опять же повторюсь, я обычный человек, обычный работяга, и я такого не понимаю. Возможно, я какой-то уже старый, да, если там за 20-ку уже, вы можете подумать, то, что, ну, Костян, ты старый, и я это все могу понять, но, ребята, давайте нормально говорить. Не смотрите, как это называется на Википедии. Вы можете мне на английском языке написать, кто реально не понимает, как вещь называется. Ребят, если у вас Roblox переводит действительно вещь в таком виде, то, что там пишет у вас фарфоровый, особенно фарфоровый улей, я просто не знаю, что это такое. Ну, ребята, давайте писать просто, пожалуйста. Очень много комментариев, которые очень много точно таких же комментариев. Ну, в плане того, то, что непонятно что-то. Вот смотрите, грабли. Это грабли. Ну, это ж видно, что грабли. То есть мы пишем: Костя, хочу буст до грабли и так далее. То есть, ребята, насчет этого объяснил. Или хотя бы можете, вот видите, Mondo Belt Bug. То есть, вообще лучше назвать пояс из локации за 25 пчел. Или из магазина за 25 пчел. Я сейчас локации в магазине за 25 пчел. Лучше, конечно, так писать. Так я сразу пойму, о чем вы мне говорите, в общем. Ну, либо, если вы реально не шарите, напишите на английском языке, как это называется. Потому что, ну, так хотя бы я что-то буду понимать, понимаете? Так хотя бы я сразу пойму, о чем идет речь. Потому что все, в принципе, вещи, которые есть в игре, я знаю, как они называются на английском языке, либо, ну, просто в переводе, в легком переводе. Коконат, бэкпак, да, допустим, это кокосовый рюкзак. Ну, хорошо, это я понимаю. Ну, в общем, объяснил насчет этого. Сейчас объясню насчет другого. Кстати, что-то пчеловод лагает. Что у меня? Парашют, как говорится. Пишется парашют, а говорится парашют. Да.
Ну, в общем, вы поняли. Насчет этого объяснил, а насчет другого. Костя, куда обратиться к тебе на буст? Ребят, в общем, у меня есть в описании, скажу так, в описании каждого ролика есть, в принципе, описание. Да, в этом описании все написано, что вам нужно знать. Ну, самое главное, там написано, куда вы можете написать насчет буста. У меня там таки написано, куда написать насчет буста. То есть там ВКонтакте страничка моя, да, с бустом. У меня есть моя официальная страничка, она сделана для рекламы. То есть, допустим, пишет мне какой-то marketplace, допустим, да, предлагает там рекламу, я могу согласиться. Ну вот, куда обращаться рекламной компании, чтобы со мной связаться. Это мой основной ВК-профиль, на него вам писать не надо. То есть можете даже не писать, я там вам не отвечу прям 100%, потому что там связано только с моей работой и моей личной жизнью. То есть я тебе так скажу, буду, ребята, с вами говорить на ты, потому что, ну, все-таки я тоже обычный человек, как и вы. Вы можете меня тоже на ты назвать, потому что очень давно, наверное, год назад меня почему-то все на вы называли. Мне, конечно, очень приятно, но все-таки мы с вами более друзья, чем коллеги, да? В общем, даже коллеги друг друга на ты называют. Ну, в любом случае, все объяснил вам. Вот, куда написать? В общем, у меня, смотрите, в описании есть канала, куда вы можете написать мне, там есть ссылочка на мою буст-страничку, также есть описание канала, то есть вы на канал заходите, нажимаете на описание, и вам вот такие вот ссылочки выходят, то есть вот, я даже стрелочкой обозначил, где написано про буст, про мою ВК-страничку, где я провожу бусты, где я принимаю вас на буст. Другой вопрос, Костя, буст платный ли? Ребят, во многих случаях я делаю платные бусты, и иногда, когда я хочу, можно так сказать, когда у меня очень много времени, прям очень много времени, сейчас у меня его вообще нету, ребята, я сейчас вообще, времени у меня, короче, нету, ребят, и в данный момент, конечно, бесплатные бусты я делать пока не готов и не буду, поскольку, ну, ребят, это занимает мое ночное время, в основном, да, вы скажете, ты же на макросе стоишь, ну, да, я стою на макросе, он разрешен в игре, чтобы многие понимали, так что, опять же, это тоже можно как за вопрос засчитать. Макросы разрешены в игре, но также я помимо макроса выполняю очень много дел, что связано с руками, то есть я очень много сам играю, очень много на макросе стою, то есть все это совмещаю. Но бесплатно пока делать, ребята, я, к сожалению, не могу, у меня нету настолько много времени. Возможно, к лету у меня появится чуть побольше времени, уже будут, ну, как бы у многих будут каникулы, во-первых, да. Там у вас летние каникулы, у студентов там тоже каникулы, не помню тоже, но тоже летние какие-то, например, есть, да, вот, и как раз таки я тоже буду более свободен, скорее всего, летом вряд ли, но, возможно, тоже придется мне работать, не знаю лично, но, возможно, даже нет, то есть под лето у меня, возможно, появится очень много времени и будут бусты, возможно, бесплатные. Сейчас буст, он платный, вы можете предложить на мою ВК страницу с бустом, какой буст вы хотите получить, распишите прям большое, можете большое написать, можете легко, но я очень вас прошу, ребят, если вы хотите действительно получить качественный буст, напишите большое сообщение, расскажите, что нужно сделать на вашем аккаунте, пожалуйста, прямо распишите, потому что если вы напишите пару слов, ребят, вы потом сами будете жалеть, что вы мне дали свой аккаунт, я его не добустил, допустим, а все потому, что вы написали не то, что вам нужно было. То есть, пожалуйста, опиши, что тебе нужно и так далее. Вот. И примерно, я не знаю, точно, не знаю, в этом месяце ли смогу, но я постараюсь в этом месяце хотя бы сделать пару бустиков. Вот. Вы описали, что там надо тебе добыть, все такое. Потом я тебе говорю, какая цена будет за буст. То есть ты сразу оплачиваешь эту цену, да, мне. Вот. И после чего я тебя беру уже на буст. Вот. И, конечно, все, что ты написал, я это 100% делаю. И, возможно, чуть больше сделаю, чем ты потребовал. Я очень часто выполняю все требования, которые вы пишете. Но иногда могу чуть больше сделать, чем вы ожидали. Но я думаю, это не минус, это только плюс.
Вот, цены у меня, конечно, ребята, многие скажут, охренеть дорого, на самом-то деле у меня приемлемые цены. Ребят, давайте судить с того, нет, у меня не такой прайс, что там буст стоит 10 тысяч, что там буст 5 тысяч стоит, ребята, нет, такого нет. Просто обычные приемлемые цены, наверное, из среди всех ютуберов по БС, то есть Феникс, Зейн и так далее, у меня, наверное, будет еще более нормальная цена, поскольку, я считаю то, что нормально, но вообще у нас у всех типа ценник примерно одинаковый. Вот, и в любом случае, что я хочу сказать, что все в приемлемой. Давайте оценивать реально по работе, потому что, если бы я оценивал как на настоящей работе, ребят, вы бы, наверное, вы просто не могли бы купить у меня буст, поскольку вот знаете, вот на работе, давайте, сколько у меня выходит? В день, если за месяц посчитать, наверное, 4,5 в день, да? Вот, 4,5 в день. Это, понимаете, это за 12 часов работы. Вот. Конечно, есть разные работы, но лично, если по своей судить, я точно так не скажу, примерно 4,5, 4,8 где-то в день. То есть в сутки вот такие вот деньги получаю. То есть, за буст, и, допустим, мне пишет человек, я его принимаю, и, грубо говоря, я там взял 600 рублей, и я этот буст буду выполнять, грубо говоря, сколько я там выполняю, не помню, какие у меня разметки, у меня, в общем, все закинуто на буст странице в избранные сообщения, и там у меня, в принципе, все прайсики стоят, вроде бы от 3 до 5 дней вроде как я буст провожу. Меньше 3 дней я буст не провожу, поскольку, мне нужно время, чтобы это все осуществить, и, в общем, как-то так. Конечно, многие, опять же, скажут, есть комментаторы, мои подписчики, которые пишут, ребята, пишите мне, сделаю буст. То есть это не от моего лица говорится, от моего подписчика. Ребят, я бы не хотел обижать своих других подписчиков, но вас могут украсть аккаунт. Это действительно может произойти. Во-первых, это могут украсть аккаунт, во-вторых, если даже это нормальный человек, да, то есть это не какой-то обманщик, он, возможно, играет на читах. Ребят, если какой-то человек вам проводит буст с читом, ребят, просто забудьте о своем аккаунте, буквально через год, в общем, когда этот бан выскочит на вашем аккаунте, это непонятно. Если человек играл на вашем аккаунте с читом, все, габелла, ребята, можете идти биться головой об стену, говорить типа привет, не знаю, там просто биться головой об стену, я потерял аккаунт, и все, ребята, вы ничего не сделаете, потому что бусты это такое дело, к этому нужно относиться уважительно. И вот я лично знаю всех людей, которые относятся ответственно к бустам, это из BSS комьюнити, моих коллег, моих друзей, ютуберов, то есть это Феникс Roblox, это Зейн, это Дадак, то есть эти ребята, это, официальные бустеры, это даже, я вам скажу, это ютуберы, которые действительно проводят бусты, вот, и у всех нас просто приемлемый ценник, поэтому вот такая тема, так что, пожалуйста, не вините меня, не вините других ютуберов, что типа, да, там нужно платить за буст, ребят, вы же понимаете, это наше личное время, то есть я буду от себя говорить, это мое личное время, и на которое, опять же, я работаю, ребят, поэтому в основное время я выполняю бусты, то есть если буду выполнять, а я их 100% буду выполнять чуть попозже, вот, я буду просто, то есть я буду всю ночь, я даже, я не знаю, сколько я буду, час, наверное, спать от силы, 1-2 часа только спать и выходить на работу, в общем, вы поняли меня, то есть просто буду все свое время отдавать бусту. Поэтому как-то так, ребят. Надеюсь, объяснил. Да, ролик получился большой. Скажите, что Костя мог быстрее все рассказать. Вы знаете и так, что я очень много трендю, так что это нормально. Это нормально, я люблю поговорить. Вы знаете, что я очень разговорчивый, очень добрый человечек, которого, в принципе, которого вы уже полюбили, которого вы знаете, которого вы уже очень давно смотрите. В общем, объяснил. Ребят, надеюсь, было понятненько. Если что-то непонятно, пиши обязательно комментарии. Что да как. Что непонятно было, в общем, объясню уже тебе в комментариях. Отвечу на твое сообщение, отвечу уже тебе в комментариях. И также, ребят, хочу вас попросить, пожалуйста,
давайте идеи для видео. Опишите, какой гайдик мне заснять. Или напишите свою выдумку, допустим, что вы придумали, как вы думаете, что мне заснять, или так далее. Предлагайте свои идеи, поскольку, у меня и так идей более-менее, потому что все скриншоты я собираю, то есть все предложения ваши я, конечно, добавляю в скриншоты, снимаю по мере своего хотения. То есть какой гайд я хочу, тот записываю. То есть вы можете просто предлагайте, пожалуйста, потому что все я это читаю и также снимаю. Поэтому сегодня получился такой вот ролик. Надеюсь, тебе понравился. Обязательно расскажи об этом видео своему другу. Также порекомендуй это видео в каком-нибудь Roblox сообществе. Если это ты все сделал, спасибо тебе огромное. Очень сильно поднял мне мотивацию. Но о новом видеоролике уже увидимся завтра. На связи был Костян. Оставайся добрым, будь мудрым. Погнал читать ваши комментарии и всем до завтра.